Доброе утро, выезжаем из поселка Тамга. Впереди у нас ждет перевал Тосор. И сегодня мы хотим заночевать где-нибудь в юрте, потому что пройти самую холодную часть гонки с ночевкой на улице как-то не очень хочется. Вчера на контрольный пункт приехали рано, около 6 вечера. Поужинали и думали ехать дальше в перевал. Но как мы были готовы выезжать, подъехали Макс с Эльдаром. Они сказали, что впереди большой пешеходный участок, и меньше чем через 2 дня Иссык-Куль мы не увидим. И если выйти сейчас, то завтра придется ночевать в самом холодном месте гонки, в долине реки Арабель, где температура точно может опуститься до минус 10 градусов. Говорили, что спешка в нашем случае ни к чему. Потерянные полдня погоды не сделают, но зато получится хорошо отдохнуть. С доводами мы согласились, поужинали второй раз и заночевали в хостеле. Для того, чтобы пить воду безопасно, мы используем таблетки, которые называются Аквабриз. Нужно кинуть одну таблетку на 1 литр воды. Почему это нужно? Потому что даже в достаточно прозрачных источниках могут встречаться всякие микроорганизмы. А иногда не микроорганизмы, а даже прям настоящие организмы. Как вот набрал воды и обнаружил какого-то червяка. Времени 4 часа дня. Взяли первый на сегодня перевал Тосор, 3893 метра. Встретили первое болото, достаточно широкое, внизу грязь. Вот сейчас думаю, как перемещаться, чтобы не намочить ноги. Одна ошибка, и ты ошибся. Трава покрыта водой. И кажется, теперь мы оба с сырыми ногами. Почему-то у нас была слепая уверенность, что пешеходная секция ожидает нас на следующий день, на спуске с перевала Джуку. Но реальность оказалась иной. Первые звоночки, что хайкинг начался, появились, когда на спуске с перевала Тосор хорошая дорога ушла в противоположную сторону от трека. А полное подтверждение пришло, когда мы достигли болота. Нам было известно, что прохождение этого участка займет от 5 до 7 часов, в зависимости от погоды. На часах 5 вечера, закат 8. Нужно торопиться, чтобы выйти на автомобильную дорогу и как можно меньше таскать велосипеды по камням в свете фонарей. Наш пешеходный спецучасток продолжается. Сейчас это вот такая вот козья тропа, которая идет на спуск. Мы, наконец, прошли хайк. Это были долгие 15 километров. Как, в общем-то, и предсказывал Влад, это заняло примерно 5 часов. Мы, кажется, за 4 часа 40 минут управились. Но мы шли практически без остановок. Хайк был специфичный. Очень много таскалово, неприятные траверсы по склону с возможностью упасть в реку, огромные булыжники, бесконечное количество кочек, болото, грязь, броды, в общем... Похож на суёк, но, слава богу, покороче и, слава богу, вниз. Если бы это было вверх, это был бы вообще кошмар. Утро нас встречает таким вот прекраснейшим видом. Мы на перевале Морского.
тут очень сильный ветер. Очень. Ну как на перевале. Нам еще подниматься метров 700 или 800. Но виды очень красивые. По времени, как всегда, все стабильно. 8 часов 30 минут. Готовы выезжать. Как ходили вверх, так и ходим вниз. Вот такой прекрасный спуск, по которому просто невозможно ехать. Второй пешеходный участок стал для нас неожиданностью. Мы думали, что наш променад закончился еще вчера, но спуск с перевала Джуку добавил сюрпризов. Ранее автомобильная дорога была густо усыпана крупными булыжниками, что делало ее безопасной для прохождения только пешком. Это жутко раздражало. Ходить сегодня совершенно не хотелось. Потом в нагромождении камней появилась узкая тропка. Теоретически можно ехать, но камни острые. Одно неосторожное движение, и можно порезать покрышку, или, если совсем не повезет, то повредить обод, а это значительная потеря времени. Если жгут и герметик не смогут закрыть дыру, то придется снимать покрышку и ставить камеру. Здесь актуальна пословица: «Тише едешь, дальше будешь». 8 часов пешки за 2 дня как-то многовато для велосипедной гонки. Сейчас у нас новое испытание. Сильный ветер, который дует снизу долины. Будем с ним бороться. Около пары часов нам пришлось потратить, чтобы спуститься по каменистой вот этой вот неходибельной субстанции. А сейчас мы как раз таки едем по долине. Первую часть времени был сильный ветер в лицо. Сейчас мы сделали поворот, и кажется, все стало поприятней. Очень красивая долина, спуск из которой заканчивался выездом к Иссык-Кулю. Чем ближе подбирались к цивилизации, тем лучше становилась дорога. Выбравшись на асфальт, достаточно быстро достигли первого магазина. Там собралось огромное количество райдеров. Встретили всех, кого видели в последний раз на предыдущем контрольном пункте. Пока поедали мороженое, подъехал Ренат и позвал нормально пообедать в чайхану. Отказаться было сложно. Взяли лагман и шорпу. За хорошим обедом время летит незаметно. Дальше была очень долгая асфальтовая дорога с большим количеством деревень, где мы периодически закупались мороженым и колой. Так и ехали до позднего вечера. Доброе утро. На часах 7 утра. Вчера остановились где-то около 11 вечера, недалеко от поселка Михайловка, в колхозных полях, где, собственно, и заночевали. Ночь была средненькой, потому что неожиданно выпала роса, и абсолютно все насквозь стало сырым. Как обычно, стартовали 8:30, 8:40. Ничего не меняется. Сейчас едем по асфальту. Долгая проброска, больше чем 100 километров, наверное. И начнется подъем, последний двойной перевал. И вот мы выбрались на трассу. Идеальный асфальт, и кажется, пока нет машин. Добрались до поворота на перевал. Сейчас съедим мороженку и будем двигаться в его сторону. Сегодня мы его возьмем, возможно, проедем даже чуть дальше. Пока хорошо идет, гладкая дорога, быстрый темп. Едем вдоль казахстанской границы. Вот там речка, а на противоположной стороне речки уже территория другого государства. Вот так мы проехали от границы с Китаем до границы с Казахстаном сквозь всю страну. Добрались до начала грунтового подъема на
первый из двух перевалов. Красивое узкое ущелье с большим количеством леса. Очень приятно все это выглядит. Взяли первый из двух перевалов, высота примерно 3350 метров. Открывается вид, наверное, на самые заснеженные горы, которые мы видели вообще за время поездки. Очень красиво. По плану у нас сегодня спуститься вниз до 2700 метров. И, скорее всего, останется время пару часов, чтобы мы могли подняться чуть-чуть повыше, чтобы завтра уже добить второй перевал. Второй перевал повыше еще, он уже на 3800. На спуске с перевала встретили Рената, и с ним достаточно долго ехали вместе, около 40 километров. Видели много райдеров, кто вставал на ночевку, а у нас были силы и желание выехать из долины, чтобы не тратить время на поездку по грунтовкам с утра. Доехали до КПП, где у нас проверили документы. Потом мы проехали около километра и поужинали вместе с Ренатом. В меню были лапша и сублимат, который нам отдал Андрей много дней назад. Затем наши пути разошлись. Ренат очень хотел финишировать пораньше и поехал дальше, а мы решили ставить лагерь и ложиться спать из-за риска заснуть во время движения. Доброе утро, на часах 7 утра. Вчера ехали до достаточно позднего времени, до 11. Ночь прошла средненько, на мой взгляд, потому что опустилась роса, все стало мгновенно сырым, а потом к утрецу ударил мороз, градуса, наверное, -3, потому что ботинки замерзли насмерть. По плану сегодня у нас осталось 120 километров, хочется закончить гонку. Историческое событие, последний пакет витаминок отправляется мне в рот. Их было 15, теперь осталось 0. Примерно за 2,5 часа взяли последний перевал в этой гонке. Впереди только спуск. Ну и чуть-чуть проехаться по плоскочу возле Иссык-Куля. Осталось примерно около 90 километров. И дальше уже будет финиш. Давлю 150 ватт на лежаке на спуске. Едем 12 километров в час. Кайф невероятный. Случайно выяснилось то, что мы сейчас находимся на 98-м и на 99-м месте соответственно. Есть неиллюзорный шанс попасть в соточку. Главное, что нам нужно сделать сейчас, это не тупить. Просто не тупить. Ехать как по возможности без остановок. И тогда попадем в топ-100 гонки. Практически в Караколе. Осталось около 5 километров до финиша. Минут, наверное, через 15-20 будем. Да. Would you like a beer, guys? Yes, of course.
Расскажи о своих впечатлениях о гонке. Впечатление гонка началась за 9 месяцев до начала старта. Вот это было действительно достаточно сложное время, когда тебе нужно подготовить оборудование, купить все необходимое, проверить все еще раз, протестировать, найти время потренироваться, съездить в Армению в том числе. Что касается впечатлений самой гонки, это просто праздник. Вот, когда мы выехали из города, рассеялась, не то что рассеялась, а клубы пыли просто наполнили воздух, и люди просто помчались, как будто они едут последний день. Ну, естественно, все сразу разделились на лидеров и тех, кто хочет ехать поспокойнее. Мы скорее относимся к тем, кто поспокойнее. Ну и это наш выбор. Мы получали удовольствие. Я получил удовольствие просто от всего. От того, что увидел, от погоды, от всего, что вокруг. От миллион лошадей, коров, пересечение рек, падений в воду, падений на камни. Я бы не сказал, что тут было как-то много преодоления, чего-то суперсложного. То, с чем мы когда-то не сталкивались. Все было очень спокойно, в каком-то режиме. Все было просто офигительно. Эмоции переполняют меня. Хочу ли я повторить? Я бы хотел повторить. Не в Кыргызстане, возможно, а в какой-нибудь другой стране. Просто чтобы действительно прочувствовать ноздрями пыль дорог, задницей неровности этих дорог, своими глазами увидеть окружающий мир, потрогать, почувствовать его. Это было действительно здорово. Также я в восторге от людей, которые нас окружают. Многие из них поистине уникальны. Кто-то вписал свою гонку в часть своего годового путешествия по разным странам. Кто-то является активным участником, мультиспортсменом и все равно принимает участие. Люди также разных возрастов, многие едут парами, все очень общительные, очень интересные, с разных уголков мира. В общем, поистине гонка такой глобальный масштаб, большой комьюнити. Для кого-то это спорт, когда нет времени на сон, а для кого-то это способ пообщаться и открыть для себя мир, увидеть что-то новое. Это было фантастически круто и запомнится на всю жизнь. Что хочется сказать о впечатлениях о гонке? Все очень понравилось. И несмотря на невероятно утомительную подготовку, которая заняла какое-то бесконечное количество времени, все сомнения разрушились буквально в первые же минуты. Ты приезжаешь и видишь невероятное количество гонщиков с абсолютно разными велосипедами из разных стран и чувствуешь это необычайную атмосферу. На эту гонку я хотел попасть очень давно. Еще в 2021 году, когда я увидел какие-то посты в Инстаграме, мне очень понравилась Киргизия, и я хотел туда попасть. В 2023 году я съездил туда, но в рамках тура. И все равно гештальт остался незакрытым. Хотелось повторить именно и сделать это честно, чтобы проехать именно по всей Киргизии, посмотреть и испытать то, что испытывают гонщики. Было очень много сомнений о том, смогу ли я вообще проехать эту дистанцию, но в итоге получилось это сделать и сделать это с удовольствием. Не было такого дня, когда я просыпался и думал: боже мой, когда же это все закончится? Каждый новый день он радовал новыми дорогами, красивыми видами. И даже в самом конце новые долины тоже радовали. Очень невероятное разнообразие видов и классная атмосфера. Понравилось то, что ты можешь беседовать с гонщиками из различных стран, у каждого из которых своя определенная история. И все открытые. Вот. Мероприятие очень понравилось. Хотелось бы повторить, но, наверное, не в Киргизии пока, а где-нибудь еще. Очень классно.